Здравствуйте, дорогие любители вязания! Сегодня мы с вами вяжем вот такую красоту. Это узор для круглой кокетки. И мастер-класс я делаю по просьбе нашей подписчицы Натальи Пивен. Она прислала к нам свою просьбу в комментариях на YouTube. Узор это номер 159 из книги японского дизайнера Хитоми Шида «260 узоров». Я так ее кратко называю. Сразу быстренько скажу, что у Хитоми Шида есть еще книга «250 узоров», и у нас уже очень много сделано мастер-классов по вязанию узоров из этих обеих книг. И эти плейлисты постоянно пополняются. Заходите, смотрите, подписывайтесь, делитесь с друзьями. В общем, присоединяйтесь к нам. Раппорт кокетки состоит из двух элементов. Ажурная дорожка и узор шишечками. Дорожка с шишечками. Эти два элемента постоянно повторяются и включают в себя 32 петли. Если вы вяжете круговыми рядами по кругу, то нужно набирать нужное количество раппортов по 32 петли. Если вы вяжете поворотными рядами, может быть, это будет у вас кокетка сшиваться, то в начале каждого ряда нужно провязывать еще 3 петли для симметрии узора. Это в начале раппорта, и к концу раппорта у нас петли уменьшаются. Что я хочу еще особо отметить, что эта кокетка вяжется снизу вверх. Все японские схемы, на всех японских схемах условные обозначения показаны так, как выглядят петли на лицевой стороне, вот как узор выглядит на лицевой стороне. И поэтому по кругу вязать намного проще. Вот просто мы вяжем все ряды справа налево, читаем, вяжем по кругу все лицевые ряды. При поворотном вязании, сейчас мы будем вязать поворотным вязанием, потому что просто это связать такую кокетку по кругу, это нужно не один сделать мастер-класс. Это очень трудоемко. Так вот, при поворотном вязании мы поворачиваем работу, и условные обозначения уже будем читать наоборот. Здесь показано, что пустая клеточка – это изнаночная петля на лицевой стороне и лицевая петля на изнаночной стороне. И наоборот, если у нас будет на изнаночной стороне показана лицевая петля, мы будем вязать ее изнаночной петлей. Так, это касается всех японских узоров. Все вот эти условные обозначения я вам покажу. Почему я отметила вот эти убавления? На схеме видно, что это убавление. Вот у нас идет 2 петли, да, потом раз, получается 1, когда мы этот элемент провяжем. Но в условных обозначениях в книге это вот обозначение по-другому читается. Это перекрещивание 2 петель. В общем, я связала по-своему. Я покажу вам, как я убавила здесь петли. И еще, я невнимательная очень ворона. И вот эти вот перекрещивания я вначале связала вот, у меня получилось вот так. В одну сторону я просто вот влево перекрестила 3 раза и все. А на самом деле нужно сначала влево, потом вправо, потом влево. В общем, я здесь невнимательна. И вот получилось, что в начале узора перекрещивания идут вот такие, а затем я уже вязала правильно по схеме. У меня в образце связано 2 полных раппорта и еще 1 ажурная дорожка, чтобы образец уже красиво смотрелся. Мы с вами свяжем 1 раппорт. Узор большой, раппорт в высоту 66 рядов, это довольно много, поэтому где-то, может быть, покажется, что я быстро говорю. В настройках к видео вы можете изменить скорость воспроизведения. Набираем на спицы 37 петель вместе с кромочными. Первую кромочную снимаю, последнюю кромочную провязываю изнаночной. Вяжем первый лицевой ряд. Первый ряд у нас все петли провязываем лицевые. Все петли провязываем лицевыми. Второй изнаночный ряд
тоже все петли вяжем лицевыми. Вы не забыли? У нас на схеме показана изнаночная петля, но в изнаночных рядах мы вяжем ее лицевой петлей. Третий лицевой ряд. Провязываем 3 лицевых. Это мы провязали петли для симметрии. Петли перед раппортом. Далее вяжем петли раппорта. 1 лицевая. Оставляем 1 петлю на дополнительной спице перед работой. Я вот просто меняю петли местами. Первую петлю оставляем перед работой. И провязываем 2 лицевые скрещенные. У нас изнаночные петли, и лицевая скрещенная вяжется в этом случае за заднюю стенку. Вот. Петля разворачивается, когда мы провязываем ее за заднюю стенку. 1 лицевая скрещенная и 2 лицевая скрещенная. И петля с дополнительной спицы, которую мы оставляли перед работой, тоже вяжется лицевой скрещенной. Далее 4 изнаночных. И провязываем 5 раз, чередуя 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 1 раз, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 раз, 3 раз, 4 и 5. Вместе лицевой с наклоном влево, накид. Далее 1 изнаночная. Это изнаночная петля, это центральная петля узора с шишечками. И относительно нее мы вяжем в зеркальном отображении узор. Накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 1 раз, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 раз, накид, 2 вместе, 3, 4 и 5. И 3 изнаночных у нас будет в конце ряда. 4 изнаночный ряд. Провязываем петли узора с шишечками лицевыми. Дошли до петель ажурной дорожки, вот перед нами 3 изнаночных, нам нужно провязать их изнаночными скрещенными. Простую изнаночную я вяжу вот таким образом, а изнаночную скрещенную подхватываю петлю сзади и провязываю ее изнаночной за заднюю стенку. 3 изнаночных скрещенных и 4 лицевых до конца ряда. Вам надо запомнить, что ажурная дорожка у нас будет вязаться из лицевых скрещенных петель в лицевом ряду, изнаночных скрещенных в изнаночном ряду. И все это на фоне изнаночной глади. А дорожка с шишечками у нас будет вязаться лицевыми петлями. Лицевые в лицевом ряду, изнаночные в изнаночном ряду. То есть, ну, как бы узор будет на лицевой глади. 5 лицевой ряд. 4 изнаночных. Я уже вам не говорю, где у нас петли для симметрии узора, где у нас раппорт начинается. Вы видите это на схеме. Далее у нас 3 лицевые петли, нужно перекрестить их в правую сторону. Оставляем 2 петли на дополнительной спице за работой, либо вот так меняем их местами. И провязываем лицевую скрещенную петлю, вот лицевую петлю за заднюю стенку и разворачиваем. И петли, оставленные за работой, тоже вяжем лицевыми скрещенными. Вот за заднюю стенку разворачиваем. Кто вяжет классическим способом, у них вот эта правая стенка петли, петля вот так расположена. Значит, лицевую скрещенную нужно вязать вот так вот. Для тех, кто вяжет классикой. Ну, то есть получается тоже за заднюю стенку. Далее 4 изнаночных.
10 лицевых, одна изнаночная, 10 лицевых, 3 изнаночных. В шестом изнаночном ряду мы вяжем по рисунку все петли, кроме 3 изнаночных, вот петли дорожки. Вот они. Мы их будем провязывать изнаночными скрещенными. Давайте я еще раз провяжу с вами изнаночный ряд, а потом вы будете уже самостоятельно их вязать. Итак, шестой изнаночный ряд у нас получается 3 лицевых, далее петли дорожки с шишечками вяжем по рисунку, 10 изнаночных, 1 лицевая, 10 изнаночных. Затем 4 лицевых. И вот у нас изнаночные петли, вяжем 3 изнаночных скрещенных за задние стенки, 3 изнаночных и 4 лицевых у нас будет до конца ряда. Вот. В дальнейшем изнаночные ряды вы будете провязывать самостоятельно. 7 лицевой ряд, 4 изнаночных, 3 петли перекрещиваем в левую сторону, одну петлю оставляем перед работой, провязываем 2 лицевые скрещенные и петлю, оставленную перед работой, тоже вяжем лицевой скрещенной, сворачиваем. Далее будет 4 изнаночных. Затем 2 вместе провязываем лицевой с наклоном в левую сторону. Накид, лицевая, накид, лицевая. И вяжем шишечку. Шишечку мы будем вязать из 3 полустолбиков с накидом. Берем крючок, вводим его в петлю на левой спице и вытягиваем петлю, вывязываем петлю, сбрасываем петлю с левой спицы, делаем накид и вывязываем петлю. 1 полустолбик, накид, петля, 2 полустолбик, накид, петля, 3 полустолбик. У нас на крючке 7 петель. Через них протягиваем рабочую нить и закрепляем ее воздушной петлей, вводим крючок в петлю на ряд ниже за левую стенку. Вот у нас вот эта петля, и вот за эту стеночку мы вводим крючок. У нас на крючке 2 петли. Протягиваем через них рабочую нить, возвращаем эту петлю на правую спицу и хорошо подтягиваем. Получается красивая, аккуратная, ровная шишка, и она очень хорошо закреплена. Она не будет выворачиваться на изнаночную сторону. Далее у нас будет 3 лицевые, 2 вместе провязываем лицевой с наклоном влево, 1 изнаночная и в зеркальном отображении 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Мне нужно петли развернуть, чтобы они красиво легли, ровно провязались. Кто вяжет классикой, разворачивать петли не надо. Далее 3 лицевых и снова вывязываем шишечку. Показываю еще раз, потом я уже не буду вам подробно показывать. Вводим крючок в петлю на левой спице, вытягиваем петлю, сбрасываем петлю с левой спицы, вяжем 3 полустолбика с накидом. Накид,
петля один раз, второй раз и третий раз. Через 7 петель на крючке протягиваем рабочую нить и закрепляем ее воздушной петлей. Опускаемся в петлю на ряд ниже и подхватываем эту петлю за левую стенку. Через обе петли на крючке протягиваем рабочую нить и получившуюся петлю переносим на правую спицу и хорошо подтягиваем. Далее будет лицевая накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 3 изнаночных. В 8 изнаночном ряду мы петли провязываем по рисунку, только вот эти 3 изнаночных петли придется снова провязать. В общем, где мы вяжем по рисунку, там я буду в ускоренном режиме показывать. Петли по рисунку до ажурной дорожки. Накиды здесь вяжем изнаночными. Петли от шишечек тоже вяжем изнаночными. Дошли до изнаночных петель и провязываем 1 изнаночную скрещенную, 1 лицевую и 1 изнаночную скрещенную. 4 лицевых до конца ряда. Девятый лицевой ряд, 3 изнаночных. Теперь нам нужно расширить узор следующим образом. Меняем местами первые 2 петли. Оставляем первую петлю за работой. Провязываем следующую петлю лицевой скрещенной. Делаем накид. Далее следующие 2 петли снимаем, не провязывая, на правую спицу. И меняем местами следующие 2 петли на левой спице. Оставляем первую петлю перед работой. Провязываем лицевой петлей вторую петлю и накидываем на эту провязанную петлю петли, снятые, которые были на правой спице. Вот так вот мы 3 петли провязали вместе. Далее делаем накид и провязываем лицевую скрещенную. Вот так должно получиться. Вот так вяжется этот элемент. Далее будет 3 изнаночных, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая накид, лицевая накид, лицевая. Затем снова вывязываем шишечку. Хорошо подтягиваем нить, вяжем 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная петля, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые и снова вывязываем шишечку. Далее лицевая накид, лицевая накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 3 изнаночных. Десятый изнаночный ряд, провязываем петли по рисунку до ажурной, изнаночных петель ажурной дорожки. Вот, провязали, дошли до ажурной дорожки, провязываем изнаночную скрещенную, 3 лицевых, накиды вяжем здесь лицевыми, 3 лицевых и изнаночную скрещенную. Далее 3 лицевых до конца ряда. Одиннадцатый лицевой ряд, 3 изнаночных,
лицевая скрещенная, делаем накид. Следующие 3 петли нужно провязать вместе лицевой так, чтобы средняя петля была по центру. Можно это сделать так: перенести 2 петли на правую спицу, поменять их местами вот таким образом, чтобы вторая петля, вот так еще нужно развернуть первую и развернуть третью, и вторая петля у нас на первом месте. Вот так. Делаем накид, лицевая скрещенная, 3 изнаночных. Далее 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевых, накид, лицевая, накид, лицевая, шишечка. Далее лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 1 лицевая, шишечка. Затем лицевая, накид, 2 лицевых, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 3 изнаночных. 12 изнаночный ряд вяжем точно так же, как вязали 10. Петли по рисунку в большой дорожке. Дошли до изнаночной петли маленькой узкой дорожки, провязываем изнаночную скрещенную, 3 лицевых, изнаночную скрещенную, 3 лицевых до конца ряда. Тринадцатый лицевой ряд, 3 изнаночных, лицевая скрещенная, делаем накид, 3 вместе провязываем лицевой так, чтобы средняя петля была по центру. Вот я вот так делаю. Подхватываю 2 петли, вот таким образом, начиная со второй, и сразу их разворачиваю. У нас получается вторая петля будет на первом месте. И так как у меня эти петли вот изнаночные, мне нужно их тоже развернуть, третью петлю, провязать 3 вместе лицевой, средняя петля по центру. Далее делаем накид, лицевая скрещенная, 3 изнаночных, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые, накид, лицевая, накид, лицевая, шишка, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, шишка, лицевая, накид, 3 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 3 изнаночных. 14 изнаночный ряд вяжем точно так же, как вязали 10 и 12. Давайте уже самостоятельно провяжем этот ряд. Пятнадцатый лицевой ряд, 3 изнаночных, лицевая скрещенная, делаем накид, 3 петли провязываем вместе, лицевой, средняя петля по центру, делаем накид, лицевая скрещенная, 3 изнаночных, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 4 лицевых, накид, лицевая, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, накид, 4 лицевых и снова 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 3 изнаночных в конце ряда.
16 изнаночный ряд вяжем точно так же, как вязали 10, 12 и 14. Мы провязали 16 рядов. И вот до 17 ряда мы вязали прямо. Сейчас в 17 ряду мы будем начинать делать убавки. Итак, 17 лицевой ряд, 3 изнаночных, лицевая скрещенная, накид, 3 вместе провязываем лицевой так, чтобы средняя петля была по центру, накид, лицевая скрещенная, 3 изнаночных, 2 вместе провязываем лицевой с наклоном влево, 6 лицевых, делаем накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная петля, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, делаем накид, 6 лицевых и 2 вместе провязываем лицевой с наклоном вправо, 3 изнаночных в конце ряда. Мы в этом ряду сделали 2 убавки и только 1 накид провязали. 18 изнаночный ряд вяжем точно так же, как вязали предыдущие ряды с 10 по 16. Петли по рисунку, и в ажурной дорожке мы вяжем изнаночную скрещенную, 3 лицевых, изнаночную скрещенную. 19 лицевой ряд, 2 изнаночных. Вот смотрите на схему, здесь у нас идет убавка, и вот я говорила, что я не смогла найти, как это вот провязать. Снимаем изнаночную петлю на правую спицу и меняем местами 2 следующие петли. Лицевую петлю оставляем перед работой, изнаночную петлю возвращаем на левую спицу и снятую петлю тоже возвращаем на левую спицу и провязываем эти 2 петли изнаночной петлей. Убавили петлю. Далее петлю, оставленную перед работой, мы провязываем лицевой скрещенной. Затем следующую петлю провязываем лицевой петлей и меняем местами следующие 2 петли. Изнаночную петлю первую оставляем за работой, провязываем лицевую скрещенную и 2 следующие петли, оставленную петлю за работой и следующую петлю на левой спице провязываем 2 вместе изнаночной. Вот так мы убавили 2 петли с одной стороны, петлю с одной стороны и петлю с другой стороны. Далее у нас будет 2 изнаночных и продолжаем вязать узор. 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, лицевая, шишечка. 2 лицевые и снова 2 вместе лицевой с наклоном влево. Далее изнаночная петля, 2 вместе провязываем лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые, снова вывязываем шишечку, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 3 изнаночных. 20 изнаночный ряд вяжем петли широкой дорожки по рисунку. Дошли до изнаночных петель, провязываем изнаночную скрещенную, лицевую, изнаночную скрещенную. И 3 лицевых у нас будет до конца ряда. 21 лицевой ряд, 3 изнаночных и начинаем вывязывать перекрещивание в узкой дорожке. Оставляем первую петлю перед работой, можно взять дополнительную спицу, можно поменять петли местами, и провязываем 2 лицевые скрещенные петли
И петлю, оставленную перед работой, тоже вяжем лицевой скрещенной. Далее будет 3 изнаночных, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, шишечка, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 1 лицевая, шишечка, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Я вам забыла сказать, что если мы вяжем дальше следующий раппорт, у нас такое же бы убавление было. Вот следующий, вот такая же дорожка бы провязывалась, и там же было бы убавление. А здесь, в этом раппорте, у нас нет убавления, нет, и поэтому нужно провязать 2 вместе изнаночной, чтобы у нас шло по схеме. Потому что у нас сейчас на схеме 2 изнаночных. Вот это я вот здесь я проворонила. Это вот надо было сделать еще в 19 ряду. Ну вот проворонила, ну прошу прощения. Просто когда вы вяжете полностью раппорт, то это оно само собой так получается. Ладно, будем более внимательны в следующий раз. 23 лицевой ряд. 3 изнаночных. Перекрещиваем 3 петли в правую сторону, 2 оставляем за работой, провязываем лицевую скрещенную. Петли, оставленные за работой, тоже вяжем лицевыми скрещенными. Затем будет 3 изнаночных, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, накид, лицевая, накид, лицевая, вывязываем шишечку. Далее 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, снова вывязываем шишечку. Лицевая, накид, лицевая, накид, 2 лицевых, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 изнаночных. В 24 изнаночном ряду петли провязываем по рисунку, только у нас в узкой ажурной дорожке будет вязаться 3 изнаночных скрещенных. 25 лицевой ряд, 3 изнаночных, перекрещиваем 3 петли в левую сторону, 1 петлю оставляем перед работой, провязываем 2 лицевые скрещенные, петлю, оставленную перед работой, тоже вяжем лицевой скрещенной. Далее будет 3 изнаночных, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые, накид, лицевая, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, накид, 3 лицевых, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 изнаночных. 26 изнаночный ряд, вяжем петли по рисунку в широкой дорожке. Дошли до изнаночных петель, провязываем изнаночную скрещенную, 1 лицевую и еще раз 1 изнаночную скрещенную, 3 лицевые до конца ряда. Двадцать 27 лицевой ряд, 2 изнаночных и снова расширяем петли, как в 9 ряду.
Меняем петли местами. Оставляем одну петлю, первую петлю за работой. Провязываем лицевую скрещенную. Делаем накид. Петлю, оставленную за работой, и следующую изнаночную петлю мы переносим, не провязывая, на правую спицу. Затем перекрещиваем петли в левую сторону. Первую петлю оставляем перед работой. Провязываем лицевой следующую петлю и накидываем на провязанную петлю петли, снятые на правую спицу. Вот так. Делаем накид и провязываем лицевую скрещенную петлю, оставленную перед работой. Далее 2 изнаночных и делаем очередную убавку. 2 вместе провязываем лицевой с наклоном влево, 5 лицевых, делаем накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 5 лицевых, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 изнаночных до конца ряда. 28 изнаночный ряд. Вяжем петли по рисунку до изнаночных петель узкой дорожки. Дошли до изнаночной петли, провязываем ее изнаночной скрещенной. Далее вяжем 3 лицевых и изнаночную скрещенную. 2 лицевые в конце ряда. 29 лицевой ряд. 2 изнаночные, лицевая скрещенная, делаем накид, 3 петли провязываем вместе лицевой, так чтобы сверху была средняя петля, делаем накид, лицевая скрещенная, 2 изнаночных, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, лицевая, вывязываем шишечку. 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 1 лицевая, шишечка, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 изнаночных. 30 изнаночный ряд, петли по рисунку до изнаночных петель узкой ажурной дорожки. Дошли. Изнаночная скрещенная, 3 лицевых, изнаночная скрещенная. Следующие несколько рядов изнаночных вяжутся одинаково, я их буду пропускать. 31 лицевой ряд, 2 изнаночных, лицевая скрещенная, накид, 3 вместе лицевой, средняя петля по центру, накид, лицевая скрещенная, 2 изнаночных, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, накид, лицевая, вывязываем шишечку. 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, вывязываем шишечку. Далее лицевая, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 изнаночных. 32 изнаночный ряд вяжем точно так же, как вязали 30.
33 лицевой ряд, 2 изнаночных, лицевая скрещенная, накид, 3 вместе провязываем лицевой, средняя петля по центру, накид, лицевая скрещенная, 2 изнаночных, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 изнаночных. В 34 изнаночном ряду петли вяжем точно так же, как вязали в 30-м, 32-м. Я думаю, что вам уже понятно. 35 лицевой ряд, 2 изнаночных, лицевая скрещенная, накид, 3 вместе лицевой, средняя петля по центру, накид, лицевая скрещенная, 2 изнаночных. Еще раз делаем убавки, 2 вместе провязываем лицевой с наклоном влево, 4 лицевых, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 4 лицевых, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 изнаночных. В 36 ряду вяжем точно так же петли, как вязали в 30-м, 32-м, 34-м. 37 лицевой ряд, 1 изнаночная. Далее нам нужно сделать убавки с двух сторон. Снимаем, не провязывая, первую петлю, следующую лицевую и изнаночную петлю меняем местами, лицевую оставляем перед работой, возвращаем снятую петлю на левую спицу и провязываем 2 вместе изнаночной. Петлю, оставленную перед работой, вяжем лицевой скрещенной. Далее будет 1 лицевая, оставляем петлю, следующую петлю на левой спице за работой, провязываем лицевую скрещенную и петлю, оставленную за работой, и следующую петлю провязываем 2 вместе изнаночной. Далее у нас будет 1 изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, лицевая, вывязываем шишечку, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, снова вывязываем шишечку, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. И нам нужно сделать убавку сейчас, чтобы у нас получилось вязание по схеме. Но эту убавку, если вы будете вязать кокетку, вы будете делать в следующей вот такой ажурной дорожке. А я провязала 2 вместе изнаночной. 38 изнаночный ряд, вяжем петли по рисунку до изнаночных петель узкой ажурной дорожки. Вот, дошли, вяжем изнаночную скрещенную, лицевую, изнаночную скрещенную, 2 лицевых до конца ряда. 39 лицевой ряд, 2 изнаночных, перекрещиваем 3 петли в левую сторону, первую петлю оставляем перед работой, провязываем 2 лицевые скрещенные,
петлю, оставленную перед работой, тоже вяжем лицевой скрещенной. Далее будет 2 изнаночных, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, снова 2 вместе провязываем лицевой с наклоном влево, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 1 изнаночная в конце ряда. В 40-м изнаночном ряду петли вяжем по рисунку, и 3 изнаночных скрещенных у нас будет в узкой дорожке. Сорок первый лицевой ряд. 2 изнаночных, 3 петли перекрещиваем в правую сторону, 2 оставляем за работой, провязываем лицевую скрещенную, петли, оставленные за работой, тоже вяжем лицевыми скрещенными. Далее будет 2 изнаночных, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевых, накид, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, накид, 2 лицевых, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 1 изнаночная в конце ряда. В 42-м изнаночном ряду петли провязываем по рисунку, в узкой дорожке вяжем 3 изнаночных скрещенных. 43-й лицевой ряд, 2 изнаночных, 3 петельки перекрещиваем влево, 1 оставляем перед работой, провязываем 2 лицевые скрещенные, петлю, оставленную перед работой, тоже вяжем лицевой скрещенной. Далее будет 2 изнаночных, 2 вместе лицевой с наклоном влево, делаем убавки, накид, 3 лицевых, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, и на центральной петле вывязываем шишечку. В дальнейшем мы будем вывязывать по одной шишечке на дорожке из центральных петель. Затем 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 3 лицевых, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 1 изнаночная в конце ряда. Сорок 44-й изнаночный ряд я провяжу вместе с вами. 1 лицевая, 6 изнаночных. Одна лицевая, вот петля от шишечки, провязывается лицевой петлей. 6 изнаночных. Две лицевые, изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная скрещенная, 2 лицевые. Сорок 45-й лицевой ряд, 1 изнаночная, оставляем петлю за работой, провязываем лицевую скрещенную, делаем накид, следующие 2 петли на левой спице снимаем на правую, не провязывая, и перекрещиваем влево 2 петли. Одну петлю оставляем перед работой, следующую петлю провязываем лицевой петлей и накидываем на нее снятые петли с правой спицы. Делаем накид и петлю, оставленную перед работой, вяжем лицевой скрещенной. Далее у нас будет 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево,
лицевая, накид, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. 1 изнаночная в конце ряда. 46 изнаночный ряд, вяжем петли по рисунку до изнаночной петли узкой дорожки. Вот, довязали, провязываем изнаночную скрещенную, 3 лицевых, изнаночную скрещенную, 1 лицевая в конце ряда. 47 лицевой ряд, 1 изнаночная, лицевая скрещенная, делаем накид, 3 вместе провязываем лицевой так, чтобы средняя петля была по центру, накид, лицевая скрещенная, изнаночная, 3 лицевых, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 1 лицевая, накид, 3 лицевых и 1 изнаночная. 48 изнаночный ряд вяжем так, как только что вязали 46 изнаночный ряд. 49 лицевой ряд, 1 изнаночная, лицевая скрещенная, накид, 3 вместе провязываем лицевой, средняя петля по центру, накид, лицевая скрещенная, 1 изнаночная и снова делаем большие убавки. 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевых, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Вывязываем шишечку на центральной изнаночной петле. Далее 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 лицевых, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 1 изнаночная. В 50 изнаночном ряду вяжем петли точно так же, как вязали только что в 48. 51 лицевой ряд, изнаночная, лицевая скрещенная, накид, 3 вместе провязываем лицевой, средняя петля по центру, накид, лицевая скрещенная, изнаночная, лицевая, накид, 2 лицевых, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевых, накид, лицевая, изнаночная. Я уже тут говорю быстро, вяжу быстро, потому что я уже считаю, что вам к концу-то точно уже все понятно. 52 ряд вяжем точно так же, как вязали 48, 50. 53 лицевой ряд, 1 изнаночная, лицевая скрещенная, накид, 3 вместе провязываем лицевой, средняя петля по центру, накид, лицевая скрещенная, изнаночная, 2 лицевых, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, накид, 2 лицевых, 1 изнаночная. 54 ряд вяжем точно так же, как вязали предыдущий изнаночный ряд. 55 лицевой ряд. Делаем особые убавки. Снимаем, не провязывая изнаночную петлю, на правую спицу. Перекрещиваем 2 петли влево. Лицевую петлю оставляем перед работой. Следующую изнаночную петлю переносим на левую спицу и переносим на левую спицу снятую петлю с правой спицы. Провязываем 2 вместе изнаночной. Петлю, оставленную перед работой, вяжем лицевой скрещенной. Затем 1 лицевая. И перекрещиваем петли
в правую сторону, петлю оставляем за работой, провязываем лицевую скрещенную и петлю, оставленную за работой, вместе со следующей петлей на левой спице провязываем 2 вместе изнаночной. Далее у нас будет 3 лицевых, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, вывязываем шишечку, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, делаем накид, 3 лицевых и 1 изнаночная. 56 изнаночный ряд провяжу вместе с вами. 1 лицевая, 5 изнаночных, 1 лицевая, петля от шишечки, 5 изнаночных, 1 лицевая, изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная скрещенная и лицевая петля. 57 лицевой ряд. 1 изнаночная, 3 петли перекрещиваем в левую сторону, первую петлю оставляем перед работой, провязываем 2 лицевые скрещенные, петлю, оставленную перед работой, тоже вяжем лицевой скрещенной. Затем 1 изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном влево, еще 1 большая убавка, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 изнаночная и в зеркальном отображении 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 1 изнаночная в конце ряда. В 58 ряду петли вяжем по рисунку, в узкой дорожке провязываем 3 изнаночных скрещенных. 59 лицевой ряд, 1 изнаночная, 3 петли перекрещиваем вправо, 2 оставляем за работой, провязываем лицевую скрещенную, петли, оставленные за работой, вяжем тоже лицевыми скрещенными. Затем будет 1 изнаночная, 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 лицевые, 1 изнаночная. В 60 ряду петли по рисунку, 3 изнаночных в узкой дорожке вяжем изнаночными скрещенными. 61 лицевой ряд, 1 изнаночная, 3 петли перекрещиваем в левую сторону, 1 оставляем перед работой, провязываем 2 лицевые скрещенные и петлю, оставленную перед работой, тоже вяжем лицевой скрещенной. Далее будет 1 изнаночная, лицевая, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, вывязываем шишечку, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, накид, лицевая и изнаночная петля в конце ряда. 62 изнаночный ряд, лицевая, 4 изнаночных, лицевая, 4 изнаночных, 1 лицевая, изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная скрещенная, лицевая. 63 ряд, 1 изнаночная. Теперь нам нужно 3 петли провязать вместе лицевой, так чтобы сверху была лицевая скрещенная петля. Снимаем
2 петли на правую спицу, разворачиваем лицевую петлю на левой спице 2 раза. Вот так. Возвращаем снятые петли на левую спицу и провязываем 3 вместе лицевой. И вот сверху у нас лицевая скрещенная петля. Далее будет 1 изнаночная, 2 лицевых, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 лицевые и 1 изнаночная. В 64 ряду петли по рисунку, и у нас получается в узкой дорожке 1 изнаночная скрещенная. И в 65 лицевом ряду сделаем еще последние убавки. 1 изнаночная, лицевая скрещенная, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 1 изнаночная. В 66 изнаночном ряду петли провязываем по рисунку. Изнаночную петлю в узкой дорожке вяжем изнаночной скрещенной. Вот она. Это у нас последний ряд раппорта. Ну все, смотрим. Давайте скажем спасибо Наталье Пивен за идею мастер-класса. Ставьте лайки, если вам узор понравился, пишите комментарии. Подписывайтесь на наш канал, присоединяйтесь к нам везде, где мы есть в интернете. Все ссылки вы найдете под каждым нашим видео. Я желаю вам здоровья и мира, добра и позитива, удачи и ровных легких петелек. Пока-пока!